привет! С вами Дмитрий Побединский, вы на канале Кверти. За окном октябрь, а это значит самое время надевать страшные костюмы, вырезать внутренности из тыквы и клянчить сладости. Эх, классный праздник Хэллоуин, ведь когда еще в одном месте встретишь столько нечисти? Ведьмы, вампиры, зомби, привидения. И согласитесь, забавно, но некоторые до сих пор верят в существование этих мифических персонажей. Конечно же, это все обман, выдумки, и их не существует. Это люди-фантазеры давным-давно придумали страшные образы, которые врезались в память и передавались из поколения. Тогда как ты объяснишь мое существование, мистер Всезнайка? О, простите, я не представился. Меня зовут Джек. Не хотел прерывать рассказ этого юноши, но, простите, не смог. Ведь откуда ему знать, что вас ждет после смерти? Хотя от этого даже немного интереснее. Не смею лишать вас удовольствия дослушать его рассказ. До скорой встречи. Так, вы не заметили ничего странного? Хотя ладно. В любом случае, есть очень много людей, которые видели привидений. Есть очень много преданий и рассказов о вампирах, причем достаточно достоверных и точных. Однако все эти паранормальные и сверхъестественные явления – это же все бред. Всему есть, конечно же, научное объяснение. И давайте сейчас разберемся, почему люди могут видеть привидений и прочую нечисть, и как она вообще могла появиться. Возьмем, например, вампиров. Многие исследования связывают появление образа вампиров с редким генетическим заболеванием – порфирией. Полагают, что она была распространена в Трансильвании около 1000 лет назад. При определенных формах порфирии под действием ультрафиолета, который есть в солнечном свете, распадается гемоглобин. От этого выделяются токсичные вещества, которые разъедают подкожные ткани. Поэтому под солнцем человек испытывает невероятные страдания. Кожа вокруг губ и десен высыхает, резцы обнажаются до десен, что создает эффект звериного оскала. На зубах откладывается порфирин, что придает им красновато-бурый оттенок, и кажется, что человек пьет кровь. Что касается чеснока, то он содержит сульфиновую кислоту, которая только усиливает повреждения от заболевания. И только представьте, как относились к таким людям в средние века. Они вели преимущественно ночной образ жизни, выпадали из социума. И вообразите, сколько страха было у человека, который случайно встретит ночью обезображенного человека с окровавленным оскалом. Конечно, рассказы об увиденном постепенно обрастали невероятными подробностями, но, скорее всего, миф о вампирах начался именно с этого. Кстати, по многим поверьям, если тебя укусил вампир, то ты сам становишься вампиром. Однако, и если считать, что вампир нападает на людей, например, один раз в месяц, то тогда легко составить геометрическую прогрессию роста численности вампиров на Земле. И окажется, что даже если изначально был всего один вампир, то тогда менее чем за 3 года все население Земли превратится в вампиров. Так что даже математика подтверждает, что вампиров не существует. Это все сказка, выдумки. Факты, факты, факты. Бездарно притянутые за уши данные. Как это низко закрывать глаза на неудобные нам моменты. И я чувствую, он боится. Он боится, что это ничего не доказывает, что это всего лишь теории, домыслы, но далеко не истина. Он боится. И я тоже буду его страхом. Странное ощущение. Но поехали дальше. Зомби. Живой труп, вечно голодный до мозгов и подчиняющийся чужой воле. Возник этот образ на Карибских островах и тесно связан с вуду, магической практикой живших там рабов, которых привозили из Африки. Интересную версию появления образа зомби предложил антрополог Уэйд Дэвис. В своих мистических обрядах гаитяне использовали специальные порошки. Один из них содержал тетрадотоксин. Это мощный нейротоксин, который содержится, например, в рыбе фугу. При сильном отравлении возникает паралич, и даже опытный врач может не найти признаков жизни. Другой порошок содержал в себе дурман, от которого у человека возникают галлюцинации и помутняется сознание. Парализованную жертву, напичканную этими порошками, хранили по всем канонам, а потом возвращали к жизни.
И человек под действием всех этих веществ считал, что он просто воскрес из мертвых и спокойно подчинялся воле других людей. Настолько сильно было психологическое воздействие происходящего. Ну а то, что зомби едят мозги, уже придумали киношники в 20 веке для пущего эффекта. Да что он знает о жизни после смерти? Что он знает о человеке? Ведь это не просто набор атомов и молекул, а как же душа? Ведь именно поэтому мы и существуем. Глупец. Он боится, что не копает вглубь, а рыщет только по поверхности. Да, он ищет совсем не там и пытается доказать совсем не то. Я все смогу доказать, конечно, научный подход. Ой, что я говорю? Призраки, привидения, точно. Души умерших людей, которые скитаются одинокие, проходят сквозь стены, бесформенные, полупрозрачные. Неужели такое действительно можно увидеть своими глазами? Очень часто призраки появляются на фотографиях. Однако никакие это не призраки. Во всем может быть виновата длинная выдержка. В 19 веке у фотопластинок была очень низкая светочувствительность. И чтобы на них попало нужное количество света, необходимо было делать фотографию несколько минут. Понятное дело, что фотографирующийся человек должен быть неподвижным. Однако, если кто-то в кадре был не все время выдержки, то тогда на фото он получался полупрозрачным. Прямо как настоящее привидение. А иногда люди видят не призраков, а только последствия их присутствия. Перемещающиеся вещи, непонятные движения. Причиной этому может служить инфразвук. Звуковые волны очень низких частот, которые недоступны для восприятия нашим слухом. Какой-нибудь объект может войти в резонанс с этими волнами, начать колебаться, и нам будет казаться, что это произошло само по себе. Кроме того, в резонанс могут войти даже наши глазные яблоки, что приведет к галлюцинациям и видениям. Этим, кстати, можно объяснить существование привидений в старинных замках. Сильные ветра разбиваются о стены башен и создают инфразвук, который проходит сквозь самые толстые стены и заставляет видеть несуществующие образы. Я уже не говорю об отравлениях и прочих отклонениях, способных вызвать галлюцинации. Но вот что интересно, почему мы видим не просто размытые очертания, а силуэты людей, черты лица? Во всем виновата парейдолия. Психологический феномен, склонность видеть в случайных объектах определенные образы. Конечно же, это не более чем иллюзия, но мы, люди, так устроены. Мы можем разглядеть людей, животных, лица практически где угодно. Как видите, истории о призраках и прочей нечисти появляются по одной простой причине – нехватка знаний. Сталкиваясь с чем-то необычным, мы всегда стараемся найти этому объяснение. И даже в наши дни у нас не всегда получается это сделать. Ну а раньше, когда и науки-то особо не было, люди не могли рассчитать, что вампиров не может быть даже теоретически. Раньше фотография сама по себе казалась чудом, чего уж говорить о призраках на ней. Но на это есть управа. Знание и образованность – это та сила, которая может побороть всю плеяду нечисти, которая так долго пугает людей. Хотя стоп, я действительно еще не там и доказываю что-то не то. Ведь, как говорил Эйнштейн, знание ограничено, а воображение охватывает целый мир. Мы чего-то точно не знаем и по-прежнему придумываем дурацкие объяснения непонятным вещам. Некоторые до сих пор боятся самолетов, тотальной слежки или электромагнитных волн. Страхи прошлого просто заменились другими, но никуда не исчезли. И на самом деле они в нас самих, и никуда от них не избавиться. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И спасибо за просмотр.